Здравствуйте! Как мы все знаем, лес издавна считался страшным и жутким местом. Не зря в старые времена многие люди боялись ходить туда поодиночке. Причины для этого были разные. Начиная от диких зверей, заканчивая тем, что по легендам в лесах часто бродили ведьмы и разная нечистая сила. Сегодня я собрала по-настоящему жуткие видео, снятые в лесах, события на которых очень напугали авторов самих роликов. Давайте начнем. Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то по-настоящему пугающим в лесу? Этот мужчина ходит по заброшке. Судя по тому, как он все снимает, он начал этим заниматься недавно. В самом здании на полу везде разбросан мусор и газеты, а на стенах повсюду граффити. Автор ролика везде оглядывается, а затем решает выйти через дыру в стене. Но вдруг он замечает странную фигуру неподалеку от себя. Эта фигура стоит сгорбленная в углу. Автор ролика не рискует подходить близко. Но в конце концов этот силуэт замечает его и бежит в его сторону с непонятным кряхтением. К сожалению, информации об этом видео очень мало. Поэтому в комментариях многие люди оставляли разные предположения насчет того, что попало на камеру. Одни говорят, что это был бездомный или сумасшедший. Есть также и мистические предположения происходящего. Некоторые люди уверены, что это какое-то жуткое существо, живущее в лесу, потому что голова у этой фигуры какая-то маленькая относительно туловища и вытянутая. Но так или иначе, я решила показать это видео вам, чтобы вы сами во всем разобрались. Этот ютубер делает обзоры разной техники на своем канале. Но недавно он начал также исследовать разные мистические места и предметы, доказывая или опровергая факт того, что то или иное место или вещь связаны с чем-то паранормальным. Так, например, у себя дома он много раз делал обзоры на различные проклятые, по словам продавцам, или одержимые вещи. После исследования некоторых ничего не происходило. Но бывало и так, что нечто необъяснимое в его доме все же начинало проявляться. Вот несколько примеров таких проявлений. That was fucking weird. I don't know if it's just like my nerves twitching though, you know what I'm saying? I don't know. I'm trying to get closer. Are you serious? Batteries die now. Holy shit, guys, there's nobody else. Но на этом все не закончилось. Мужчина со своей командой начал выбираться на заброшки, но не на обычные. Он ищет здания, в которых, по легендам, обитают призраки или случались жуткие вещи. Так, например, в этот раз он отправился в старый отель во Флориде, в котором проводятся ремонтные работы. Он расположен рядом с лесом. Этот отель, по слухам, одержим призраками, и там не раз происходила всякая чертовщина. И вот что там случилось, когда команда ютубера начала исследовать его. How? Dude. How? Hold on, let me zoom in. How? That's for real swinging. That's probably the scariest thing Fuck that's that shit. happened the whole night being here. Yo. I want to say call room service at the door, but they ain't fucking touching the chandelier. I want to keep the camera on it in case it moves again. Whatever just made that chandelier swing, can you do it again? Can you swing it harder? Как мы видим, очень тяжелая старинная металлическая люстра начала сама по себе расшатываться из стороны в сторону.
Это не на шутку напугало ребят, потому что нигде нет открытых дверей и окон. Более того, в здании некоторые элементы новые, и это не может быть сквозняк. Но даже если предположить, что это был ветер, то все равно люстра качается слишком сильно. Команда исследователей уверена, что в этом месте и правда обитает нечто трудно поддающееся рациональному объяснению. I don't think I want to fucking be here at the moment. Yeah. I kind of want to just keep the camera on the chandelier just to see if it does it one more time. Because it's just like, come on, man. Dude, let's go back downstairs. Не все жуткие видео в интернете имеют сверхъестественное происхождение. Некоторые люди нагоняют страху ничуть не меньше, чем паранормальные явления. И это видео тому подтверждение. На нем мы видим, как таинственная группа людей в белых одеждах ходит по лесу. Авторы видео – подростки. Они решили погулять по лесу, который расположен около их домов. И они никак не ожидали увидеть что-то настолько странное и жуткое. Но более того, эти люди еще и напевали не менее пугающую мелодию, пока ребята там находились. Все начинается с того, что ребята слишком удивлены тому, что слышат пение в лесу, и пытаются, чтобы их не заметили. Но они также стараются записать все на камеру. Несмотря на свое любопытство, они остаются на месте и не пытаются приблизиться к источнику звука. Позже ребята замечают на опушке леса пугающую группу людей. We don't know who they are, like some sort of like cult or 4 фигуры в белых плащах с капюшонами идут друг за другом по тропинке. Они слишком далеко, чтобы пытаться разглядеть их получше. Ребята уверены, что это был какой-то культ или секта, а люди, которых им удалось снять, что ни на есть самые настоящие сектанты, и что они совершали некий обряд в лесу. Парни решили держаться подальше и не подходить слишком близко к ним, поэтому непонятно, что именно они делали в лесу, и остался ли еще кто-то из секты там. Это видео загружено в TikTok пользователем под псевдонимом Бенджамин Хикс. Ребята находятся на окраине города и исследуют это слегка мрачноватое место. Потом в какой-то момент девушка решила снять танцевальное видео для ТикТока. Но оператор заметил на заднем плане кое-что довольно жуткое. Он сразу окликает свою подругу, чтобы она посмотрела, что происходит сзади. Неуверенные в том, что они видят, подростки решают подойти поближе, чтобы рассмотреть эту странную конструкцию. Но достаточно приблизившись, ребята замечают, что это вовсе не сооружение, а люди, причем довольно странные. Они склонили голову вокруг деревянного столба, при этом держась за руки, и стоят так уже довольно продолжительное количество времени. Авторам этого видео показалось, что им удалось снять ритуал или какой-то обряд, а эти люди, по их мнению, возможно, сектанты. Но до конца они двое так и не поняли, что происходило все это время прямо рядом с ними. А то, что происходит здесь, может вызвать недоумение и легкий шок. Все происходит средь бела дня. Группа друзей забрела в глубокую часть леса, и то, что они там обнаружили, может удивить многих из вас. Вся территория около них заполнена гробами. Некоторые из них сломанные, а некоторые более-менее целые. Друзья решили открыть один из гробов, и они обнаружили, что под крышкой расположены шипы. Этот гроб очень похож на железную версию орудия пыток прошлых столетий. И это еще больше нагоняет страху на ребят. Другое сооружение, столик рядом с ними, оказывается вовсе не столиком. Если внимательно присмотреться, то оно тоже очень напоминает орудие пыток. Все, что произошло, крайне удивило команду, и они не знают, как все это здесь оказалось.
Это видео мужчина снял с экрана монитора на своей работе. Он работает охранником в ночную смену в одной крупной компании. Как можно понять по разговорам в видео, автора зовут Джон. К сожалению, в этой компании на складе произошла трагедия. Один работник во время раскладки товара упал с большой высоты и умер. И вот однажды после этого случая Джон, как всегда, работал в ночную смену. Он просматривал камеры. Поначалу ничего необычного не происходило. Но потом на одной из камер он заметил довольно странные очертания. И, приглядевшись, он увидел это. So, it's that right there. There's no tree, there's nothing there. There it is again. Like, it's just standing there. And I let my supervisor know. I don't care, I'll even try to zoom in. And, like, we got a bad viewpoint, but like, there it is to the left. And like, this is a 24 camera. Джон заметил, что необычная фигура стоит в поле рядом с лесом. Но хоть она и кажется неподвижной на первый взгляд, но она двигается время от времени, а в конце она начинает исчезать. Более того, автору показалось, что этот силуэт смотрит прямо в объектив камеры, будто прямо на него. Был ли это дух того работника, неясно, но этот случай очень сильно напугал автора ролика. На сегодня вот и все. В лесу может происходить много жутких вещей, и, конечно же, там небезопасно. Чаще всего причина страшных ситуаций там – это сами люди. Друзья, берегите себя и своих близких и старайтесь не заходить слишком глубоко в лес, особенно если вы одни. А то неизвестно, в какую ситуацию вы можете там попасть. До новых встреч!